Вы будете в шоке, когда узнаете, что скрывается на дне Марианской впадины. Сегодня я расскажу вам, где мог бы скрываться мегалодон, что за странные звуки исходят из самой глубокой точки Мирового океана и кто обитает в таких ужасных условиях. А в конце вы узнаете, какая находка больше всего шокировала ученых. Приятного просмотра! Самая глубокая точка мира. Как вы думаете, насколько глубоко под воду мог бы погрузиться аквалангист? Если взять лучшего из лучших, то мировой рекорд будет где-то в районе 300 метров. Немало, не так ли? А если взять водных обитателей, то насколько глубоко заплывает один из самых больших из них? Ну, кашалот в среднем погружается на 2700 метров. Звучит как что-то нереальное. А вот Титаник затонул и того глубже. Его остатки смогли найти на глубине 3750 метров. Но почему людям так сложно погружаться под воду? Дело в том, что каждые 10 метров воды давят на организмы с той же силой, что и на поверхности Земли. То есть на глубине 300 метров, а это мировой рекорд по погружению у аквалангистов, давление будет равно 31 атмосфере. Все еще непонятно? Это как если бы на квадратный сантиметр вашего тела давило 32 килограмма груза. В общем, считайте, что вас придавило КАМАЗом. Но не стоит думать, что Титаник затонул на самой глубокой точке Мирового океана. Дело в том, что это даже не половина от той глубины, что можно достичь. Вот вы знаете, какая самая высокая точка мира? Джомолунгма, и она возвышается над землей на 8848 метров. Но даже эта огромная гора не сможет переплюнуть Марианскую впадину, ведь ее глубина составляет ошеломительные 11 километров. Впадина — это то место, где инопланетяне могли бы скрываться. Если вы еще не поняли, сегодня я расскажу вам о всех тайнах и загадках, связанных с Марианской впадиной. И первый вопрос, который волнует всех нас: есть ли на такой огромной глубине жизнь? Но перед тем, как ответить на этот вопрос, я бы хотел спросить вас, как вы думаете, может ли выжить хоть что-то, когда вокруг него давление превышает земное 1100 раз? Да-да, я тоже считаю, что выжить в таких условиях просто невозможно. А вот природа думает иначе. Дело в том, что ученые уже обнаружили удивительные организмы на дне Марианской впадины. Это были весьма необычные полупрозрачные существа, которые просто дрейфовали в воде. И хоть на такой глубине нет ни капельки солнечного света, ведь он перестает проходить сквозь воду уже спустя километр, эти удивительные животные все равно находят способ существовать. Но и это не все. В 2021 году китайские ученые обнаружили в Марианской впадине гигантские мимовирусы. Как утверждают ученые, они полностью безопасны для человека. Ученые нашли более 10 новых типов вирусов, которые раньше не были обнаружены буквально нигде. А самое интересное то, что среди них были настоящие гиганты, которые в разы больше всех существующих вирусов. Но ученые считают, что такая находка полностью безопасна для людей. Ведь эти вирусы не вызывают тяжелые болезни. Однако, кто знает, может спустя несколько лет какой-нибудь из них мутирует и начнет делать из людей зомби. Странные звуки. Но все эти организмы и вирусы еще хоть как-то поддаются объяснению и логике. Но вот то, что нашли американские ученые в 2014 году, повергло всех в шок. Дело в том, что на большой глубине были обнаружены странные звуки. И они отличаются чрезвычайно широким частотным диапазоном. Он начинается от 38 Гц до 8000. Как говорят эксперты, эти странные сигналы похожи и на стоны, и на какой-то металлический скрежет, или же удары. Но что такое есть в этой впадине, чтобы и издавать такие странные звуки? Ученые попытались успокоить общественность своими заявлениями. Они сказали, что это зов маленьких полосатиков. Это такой вид карликовых китов. Они как раз обитают примерно в том районе. Так что можно смело выдохнуть, если вы доверяете этим шарлатанам. Ведь их заявления можно в пух и прах разбить одним лишь наблюдением. Дело в том, что такой звук киты издают во время спаривания. А это происходит лишь зимой, но никак не летом. И что же тут такого, спросите вы меня? Да то, что странные звуки фиксировались в течение всего года, так кто все-таки их издает? К сожалению или к счастью, сейчас мы не можем ответить на этот вопрос однозначно. Мы можем лишь наблюдать и фиксировать его со стороны. Ученые так и делают. Они отправляют на глубину в километр специальные автономные суда, которые месяцами дрейфуют под водой и фиксируют все, что нужно людям. Но не кажется ли вам странным, что именно в самой глубокой точке Земли, куда людям сложнее всего добраться, делают столь странные открытия? Мегалодон жив? Что еще может скрывать наш любимый мировой океан? Да вообще что угодно, ведь по сути он изучен меньше, чем далекая от нас Луна. Мы до сих пор не знаем, сколько всего видов животных и рыб обитает в океане, есть ли в нем какие-то пещеры, и сколько городов и цивилизаций было смыто водой, ведь мы слышали историю лишь одной Атлантиды. А может быть, в океане есть даже разумные существа, которые превосходят нас.
Но не будем говорить о таких вещах, пока у нас нет никаких доказательств. Ведь есть вещи, о которых нельзя молчать, но ученые вынуждены это делать. В общем, как вы можете знать, люди уже давно изучают Марианскую впадину. И вот в 2000-х они снова погружались под воду, чтобы найти что-нибудь интересное. В один момент люди на борту услышали странные звуки, а датчики зафиксировали, как к батискафу приближалось нечто огромного размера. Спустя мгновение судно сильно тряхнуло. Никто не понимал, что происходит и что это за существо могло быть. Но всем стало ясно, что пора бы убегать из столь опасного места. Батискаф начали поднимать на поверхность, и когда его смогли осмотреть снаружи, все были просто в шоке. На толстом металле виднелись отчетливые пробоины, будто кто-то пытался прокусить стенки судна. Естественно, эту историю пытались замять, чтобы общественность ничего не узнала, иначе бы в мире поднялась настоящая паника. Но что все-таки могло нанести такой ущерб сверхпрочному батискафу? Ученые, которые наблюдали за происходящим, предполагают, что это мог быть древний вид гигантских акул– мегалодон. Его зубы до сих пор находят в разных частях Мирового океана, а факт исчезновения и гибели этого животного до сих пор не был доказан. К тому же Марианская впадина стала один из самых закрытых и недоступных мест на планете. Быть может, эти гигантские акулы просто пытаются скрыться от нас в этом ужасном месте? И кто все-таки издавал те звуки, о которых я говорил ранее? Столько вопросов и так мало ответов. Потрясающая и ужасающая жизнь глубин. Но мегалодон не единственная акула, которая может обитать около Марианской впадины, вот, к примеру, акула-гоблин. И лично меня пугает это животное. Вообще, этот вид акул долгое время считался вымершим, но впервые люди смогли выловить одну особь примерно 100 лет назад. И на самом деле это просто поразительное животное. Дело в том, что самые старые останки этой акулы были возрастом около 150 миллионов лет. Потрясающе, не так ли? Вообще, этот вид акул реально удивительный. Дело в том, что у нее есть орган, который позволяет улавливать мельчайшие электромагнитные импульсы. Нет, это не значит, что весь мировой океан знает, когда вы включили чайник. Это значит, что акула-гоблин может почувствовать сигналы внутри мозга животного, которое находится рядом. Так что это отличный способ быстро найти свою жертву. Но меня пугает не это. Дело в том, что из-за огромного носа может показаться, что акула-гоблин никудышный охотник. Но не тут-то было. Дело в том, что ее пасть подвижна до безумия. Она может легко поймать свою добычу, так как челюсть вылезает чуть ли не до края носа, а выглядит это очень жутко. Плотовидное подводное дерево. Плотовидное подводное дерево. Еще на дне Марианской впадины вы сможете найти удивительное своим внешним видом растение, которое прозвали деревом пинг-понга. Но не стоит думать, что оно безопасно. Лучше не касаться этого удивительного дерева, ведь оно плотоядное. А как вы думали, в Марианской впадине выживают только сильнейшие? Но нам, людям, не стоит сильно переживать. За свою жизнь стоит волноваться мелким животным, а чаще всего ракообразным. Дело в том, что если такое существо дотронется дерева, то оно уже не сможет выбраться, ведь растение возьмет его в плен, а после начнет медленно высасывать из него все соки. Бррр. Страшно звучит, не так ли? Марианская улитка. Но даже это растение не так сильно удивляет меня, как то животное, о котором я расскажу вам дальше. Это удивительная марианская улитка. Что в ней такого, что я ее восхваляю? Да то, что она обитает на огромной глубине, будучи беспозвоночным. Впервые обнаружить ее удалось лишь в 2014 году, и тогда ученые были просто в шоке. Дело в том, что найти живое существо на такой огромной глубине– настоящее чудо. Но что вообще нужно, чтобы выжить в таких условиях? Ну, у этой рыбы, к примеру, прозрачная кожа. Дело в том, что в ней отсутствует какой-либо пигмент. Также у рыбы увеличены внутренние органы, а мышцы очень тонкие. А еще у рыбы неполное окостенение, так что, по сути, это самый обычный подводный слизняк. Ученые также утверждают, что животное не может видеть, однако на свет оно все-таки реагирует. В общем, странная и удивительная животинка– это марианская улитика. Удильщик. Кстати, я заметил тут одну удивительную особенность. Чем глубже проживает животное, тем более оно страшно выглядит. Почему я так считаю? Ну а вы взгляните на удильщика. Не кажется ли вам, что подобное чудовище не должно проживать на нашей планете? Ну а если говорить честно, то удильщики это очень удивительные животные. К примеру, у них особенный орган, специальный отросток. Он позволяет рыбе излучать свет. Так что это своего рода фонарик. Но зачем он нужен на глубине, где нет вообще никакого света? Как я уже вам говорил, если у обитателей глубин и нет зрения, то на свет
свет, они все равно реагируют. И когда в кромешной темноте появляется хоть какой-то светлячок, все обитатели стремятся его достичь и попадают в пасть этому чудовищу. У него много острых зубов, которые с легкостью могут прокусить плоть. А еще у удильщика очень интересный желудок. Он может растягиваться в несколько раз, благодаря чему хищник может проглотить добычу, превышающую его по размерам. И еще один интересный факт. Все эти огромные и ужасные особи оказываются женского пола. Ведь особи мужского пола в разы меньше своих дам. Да и не такие прожорливые они. А еще мальчиков найти крайне сложно. Почему? Да потому, что для спаривания они вгрызаются в плоть женской особи. Так они долгое время держатся на ее поверхности, пока просто не срастутся с ней. А потому уже происходит оплодотворение. В общем, весьма жуткие твари эти удильщики. Осьминоги Гримпотевтис. Правда, вид этих малышей до конца не изучен и неясно, опасен ли он для человека. Но меня все равно поражает то, что одну такую особь нашли на глубине 7000 метров. Это Гримпотевтис. И надо отдать должное, для глубоководного обитателя он слишком мил. У этого удивительного пухляша студенистое тело, благодаря которому он не превращается в блинчик на такой глубине. А еще у него есть ушки, которые с виду похожи на слоновье. Правда, они нужны не для того, чтобы слушать, что происходит вокруг, а чтобы плавать. А еще у этих осьминогов весьма чувствительные глаза, которые ловят малейшие признаки света. Но как такая милота могла выжить в столь суровых условиях? Ну, даже если на него кто-то и нападет, то осьминог может просто сбросить призрачную шкуру. Это обманка, с которой и останется хищник. А сам осьминог в этот момент уплывет на огромной скорости подальше от опасности. Кстати, эти милые пухляшки на самом деле сами хищники. Они питаются червяками, улитками и моллюсками. А когда такой осьминог открывает свою пасть, кажется, что это не та милая и безобидная булочка, а настоящий кракен. В общем, очень интересная живность. Мусор в океане. Но самая поразительная для ученых находка оказалась далеко не такой необычной для нас с вами. Дело в том, что во время погружения на самое дно Марианской впадины на 11 километров исследователи обнаружили целлофановый пакет, на котором сохранилась надпись о том, чтобы люди возвращались в магазин. И нет, это не был пакетик из подводного супермаркета для инопланетян и мегалодонов. Это был тот самый мусор, который мы с вами ежедневно выкидываем. Еще ученые обнаружили там фантики и даже стеклянную бутылку из-под пива. И эти находки стали самыми пугающими для человечества. Дело в том, что наш океан и так очень загрязнен. Вы наверняка слышали про мусорный остров, который сформировался в результате постоянного выброса отходов в океан. И это очень большая проблема. Ведь даже крупные животные могут запутаться в пакете и погибнуть, что уж говорить о прочных рыболовных снастях и других предметах мусора. Те же милые черепашки могут проглотить пластик и погибнуть от отравления. А то, что все это может попасть на самое дно, еще больше пугает. Вы только представьте, люди только-только начали изучать дно Марианской впадины. Там можно найти еще столько всякого интересного. Миллионы видов новых животных. А может быть и скрытые от нас цивилизации. А тут они все рискуют исчезнуть из-за мусора, который мы с вами выбрасываем. На самом деле это очень большая проблема, которую следовало бы решить как можно скорее. Ведь ученые уже говорят о том, что наш с вами мусор может уничтожить все живое в океане. Сегодня я рассказал вам самые интересные факты про Марианскую впадину. А какой из них понравился вам больше всего? Лично меня больше всего удивляет профессионализм тех, кто создавал аппараты для погружения, которые выдерживают такие нагрузки. А знаете, где еще нужны профи? В нашей команде. Друзья, у вас есть возможность попасть в нашу команду. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках. Или же пишите интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите в Telegram бота, ссылка в описании. И спасибо вам за просмотр.